Здравствуйте, друзья! И снова канал Masters of Body в эфире. Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня у нас в гостях Николай Вельховецкий, можно сказать, звезда нашего баскетбольного клуба БК Днепр. И сегодняшний выпуск, сегодняшнюю передачу, тренировку мы посвятим силовой подготовке баскетболистов. Коля в спорте давно. Дальше он вам расскажет, какой у него стаж, какой опыт. Как в предыстории, занимаемся мы с ним уже около, свет дали, 6 недель. И сегодняшнюю тренировку мы построим таким образом. Сейчас напампимся, хорошенечко разомнемся, создадим иллюзию мега ненужной, в кавычках, мышечной массы. И потом эту мышечную массу мы попробуем озадачить функциональным тренингом, который будет полезен ему осенью, когда у них начнутся... Коля, осенью Еврокубки? В конце сентября. Вот, осенью, в конце сентября начнутся Еврокубки, в которых они будут играть. И наша задача максимально подготовить Колю и порвать всю Европу, все кубки, все Еврокубки. Итак, поясничку разогрели, грудные разогрели, разминаем плечи. Именно сегодня спина, плечи нам понадобятся для тех упражнений, которые мы будем учить. Как я уже сказал, недель 6 мы занимаемся. Основные принципы, основные мои, как бы сказать, зехеры Коля уже освоил, привык к ним чуть-чуть. Поэтому реагирует на них спокойно, уверенно. Человек системный, и все у нас получается. Что, немного плечики размяли? Конечно. Так, поясница, да. Коль, пока отдыхаешь, пока надо отдышаться, скажи нашим зрителям, сколько лет ты уже в спорте? То есть тебе сейчас 37, правильно? Да, ну это... Со скольки лет ты начал, в принципе, заниматься или с чем заниматься? Может, не сразу баскетбол был, что там было? С 5 лет я занимался спортивной гимнастикой. Я занимался почти 2 года, получил какой-то разряд. Потом врачи запретили мне, потому что мой скелет начал быстро расти, и были головные боли. Тебя отдали в баскетбол? Нет, в баскетбол чисто случайно попал. Вообще тренер пришел в класс, просто говорит, кто хочет на баскетбол, приходите. Ну, в школе обычно. Я пришел на первой тренировке. Это когда было? Это был 5 класс. 12 лет где-то. Это было 5 класс, да. И вот на первой тренировке прошла тренировка, и тренер говорит, ты приходишь и завтра, и послезавтра, и послезавтра. Ну, в общем, и все. А потом попал в спортивную школу, да, я попал, получается, закончил ее. После школы сразу в мужскую команду попал в Суперлигу, взяли. И все, потом сборную и все остальное. И вот так вот, где-то 16-17 лет я профессиональный спорт. Сейчас продолжим, да, и потом еще пора. Разогреваем спину дальше. Эту руку выше, левее. Она нам дальше также понадобится. Сейчас немножко греем спину, продолжаем, и ноги. И потом пойдем дальше. Держим наклончик, вверху меньше. И погнал, памп. Мягко. Дольше на вдохе лопатки. Отлично. Еще раза 3. Так, следующий вопрос, Николай. Вот ты занимался баскетболом фактически, господи, дай бог память посчитать, с 12, 10, больше 30 лет уже, что ли, да, получается? Чего 30? 20. Ну, около 20 25, лет, я уже сейчас почти не вспомню. Да. Короче, да. И вот теперь непосредственно наша тема, то есть тренажерка, бодибилдинг. Как вообще вот все эти время, пока ты занимался именно баскетом, да, то есть игровой вид спорта, как я уже говорю, многие тренера, я не знаю, инструктора, не буду говорить про ваших, вообще в мире, особенно в Советском Союзе, рассказывали, что силовая качество, то есть боксерам не нужен, футболистам не нужен, баскетболистам. Вот твое личное отношение, вот пока ты этим всем занимался, вот к силовым, качался, не качался, втихаря, там, не давали, давали. Что у тебя было вот до? Нет, я помню, действительно так говорили тренера, что нельзя вообще гантели поднимать и все остальное, пропадет бросок, пропадет чувство. Но был момент, когда я получил травму, порвал связку. Пошли. Да, была операция. И понятно, что я не бегал, ничего, и
начал это все, начал ходить в зал. И вот после этого зала я реально почувствовал, что когда я восстановился, я реально почувствовал, что я сильнее, быстрее всех. Это сколько лет было? Блин, я сейчас не вспомню. Ну, честно. приблизительно. До 30? Да, конечно. Или там до 20? Не-не-не, это был, ну, где-то 20-25, вот. То есть, в принципе, разгар карьеры, так можно Да, сказать, да. Расцвет. Да, и вот после этого момента для меня вот тренажерный зал, стадион, в общем, сила, выносливость, То это есть тебе эта тема понравилась? очень понравилось. Не то, что понравилось, я почувствовал, что это такое. Ага, покурил. А тренера, они сильно как бы тормозили, мол, Коля, перестань там, ну, глядя как бы на твою фактуру, ты выделяешься из команды реально. Ну, наверное, ты самый, да, прокачанный, если так? Ну, не, есть много молодых игроков, которые тоже занимаются. Ну, я не смотрю там на остальных. Мне Не, ну главное, я просто вот видел вашу команду, ну ты как бы понятно, что, как бы, наверное, самый возрастной, да, из команды? Да, самый взрослый. Самый взрослый, потому, ну, выглядишь, естественно, более по-мужски, более крепко, более мощно. Вот, тренера тебя, ну, или кто у вас там, я не знаю, не тормозили по этому поводу? Говорят, ну, прекращай там, не знаю, не нужно, Нет, нужно. Для тренеров самое главное что? Результат. Вот. Я понял. Поэтому То есть, по большому счету, общие тенденции, которые там присутствуют в тренировках, они как бы теряются, если ты выдаешь такие результаты, конечно, да? конечно. Если бы ты не выдавал результат, тогда были бы какие-то вопросы. Все, качаем, разминаем ножки. О, теперь по поводу ног. Раз уж мы ноги разминаем, я знаю, ну, опять же, у баскетболистов вообще пацаны качают ноги? Да. Ноги это основное в баскетболе. Точно Но так же, как вряд и ли в с футболе. железом, да, как их качают вообще в баскете? Не, больше, Функциональные больше, упражнения. да, больше функционально. То есть выпрыгивание, я видел, Витя, Конечно, там, помнишь, да. делал у нас разные, с одной ноги, с двух, там, с полуприседа, с Да, какого-то, вот да. я таких видел много упражнений. У Витька, Я, у нашего баскетболиста. я тоже так делал в детстве. Да. Ну вот такого вот молодости. именно кача железа на ноги нет. Нет. А чем это аргументирует? Ну это же как бы логично, вот мы смотрим, да, вот качаешь ноги, нога становится сильнее, потом даешь ей функционал, то есть некогда просто Не, это да, смотри. или такие предвзятые Есть отношения? такой момент, что если закачиваешь мышцу, она становится менее эластичной, то есть она сокращается, да? А в баскетболе все мышцы, Сокращается, ну да. растет, увеличивается. Если её Ну да, но накачиваешь. она менее эластична получается. Почему? Ну, Ну, ты закачиваешь в нее большой объем крови, наливаются клетки той же как бы водой, всей жидкостью, как идет у нас, мы как бы состоим на 80. Эластичность теряется тоже и при каких-то особенностях питания, то есть больше это не значит суши, это же как бы тоже не всегда так, или вам так говорили? Это интересно Ну, понять. это так говорили. То есть, Да, это ж я не говорю, что это правда, это так говорили. ну вот теперь смотрите, друзья, я не знаю, это у всех так или нет, вот какой-то вот стереотип, то есть если мышца больше, то есть накачанная, она почему-то должна терять эластичность. Я не знаю насчет подвижности, конечно, если это там, к примеру, человек бежит с тяжеленными икроножными, как ядра, возможно, но насчет почему она должна быть суше. Даже у качков разные мышцы. То есть, если он готовится к соревнованиям, он уменьшается, да, сушится, да. Если он набирает, его заливает водой, она никак не суше. Но это ладно. Я тебе могу сказать одно, вот, на своих ощущениях. Да. Когда вот я работаю, готовлюсь к сезону, да, вот сейчас в межсезонье, Да. я готовлюсь, я потом выхожу на площадку, я настолько уверен в себе, в своих Но это как раз возможностях, своих, Да-да-да-да. знаешь, Это уже своей силе, своей наш бонус, к скорости. чему мы и стремимся Вот с тобой, у да, меня в данный это момент. цель номер один, поэтому, блин, я знаю, что это мне поможет, я в это верю, понимаешь? Я это вижу. Ну что, мы немножечко размялись, друзья. Сейчас мы пройдем в нижний зал, наш зал кроссфита, так называемый, и немножечко функционального тренинга включим в процесс. Айда. Итак, теперь займемся функциональным тренингом. Что нам нужно в баскетболе? То есть ты постоянно работаешь в силовом противостоянии, да, с соперниками, и тебе надо резко выскочить, резко выпрыгнуть. Ну, то, что всех раскидать, то понятно. И одним из таких упражнений, на мой взгляд, подойдет из тяжелой атлетики. Упражнение называется шалун толчковый. Когда мы берем вес, то есть вместо мяча пока будет штанга, и непосредственно то, что ты с мячом и делаешь. Мы с тобой пробовали, сразу скажу, не буду врать, что мы вообще, то есть подобные пробовали моменты, да, элементы этих упражнений делать, так, чтобы совсем сегодня вам не было все как в первом классе, поэтому сегодня просто мы их объединим, эти элементы, в одно целое движение, ну и посмотрим, что получится. Исходное положение.
Приготовились и толчок. Приняли. Приготовились, засели. Чем отличается швунг толчковый от швунга жимового? Жимовой это вот просто жим с помощью ног. Здесь непосредственно, помнишь, мы делали? Надо подсесть, как говорил, топнуть ногами. Чем громче топнешь, тем эффективнее, тем больше взрывное усилие. Поехали. Значит, не спешим. Работаем не на пампинге, как только что, а полностью меняем радикально. Да, приготовились, подсели и ба! На место. Нет. Локти выше. И синхронно. Ноги сели, а руки нет. Синхронизируемся. Не спеши. Не с первого раза. Вспоминаем. Ты делал уже это. И раз. Просел, топнул. Когда ты топаешь, руки вверху. Давай. О! И еще парочку контрольных. Синхронизируемся. Руки вверху, топот внизу. И попробуй еще в этом положении остаться. Более контролируй его. А теперь подседик меньше, а провал больше. И погнали. Давай, раз, и все, хорошо. Контрольный. О, вот это резкость. Ничего себе. Красавчик. Все, отдыхаем. Фух. Ну что, где наш микрофон? И сюда. По 25 килограмм повесить. Да. Кстати, вот ты сейчас правильно заметил. Вес маленький. То есть как только у тебя начала правильная техника получаться, ты этот вес перестал чувствовать. Ну да, да. О чем и говорит сама в принципе техника, зачем она нужна. То есть что нам это дает. То есть ты, во-первых, можешь, то, что мы сейчас будем с тобой делать, в ближайшие 2 месяца готовиться к кубку. Да. То есть благодаря повышению веса у нас будет тратиться гораздо больше калораж. Ну конечно. То есть мы начнем повышать силовую выносливость раз, взрывное усилие с большим, те волокна, которые отвечают именно за взрыв, мы их разовьем больше. 2. Ну и, соответственно, сама сила толчка, сила удара из этого превратится сильнее 3. То есть это то, от чего мы получим. Хорошо. С этим понятно? Переходим к следующему упражнению. Еще упражнение швунг рывковый. В принципе, движение похожее. Оно похоже с рывковой протяжкой, хват более широкий. И, естественно, от самого названия, то есть мы выходим, практически делаем рывок. Ну, тренировка швунг. Тянем и... Так, один моментик. То есть ты делаешь как мертвую тягу, подключаем больше таз, задействуем ноги для выталкивания. Подсел и... Да, только топнуть забыл. Не спеши. Такой же четкий подсед, фиксация и подъем. И хоп. Хорошо. Теперь не ускоряйся, не ускоряйся, все нормально. Зарядились. И вырвал ее. Бам! Попробуй глубже просед. Хорошо получается. И еще ниже. Хоп. О, вот. А теперь еще глубже. И тогда мы сможем повышать вес рабочий. И... О, все. Пока хватит. Отлично. Как ощущения? Так, классно. Для меня, во-первых, Потери, это... Да? 25 килограмм. Вообще ни о чем. По ощущениям. Болевых нет в плечах? Не. Теперь скажи, вот мы с тобой качались 6 недель, да? Ну, грубо Да, говоря. да. Ощущение зажатости, какой-то тяжести вот сейчас отсутствует, присутствует, как в общем? Вообще нет никакой. Ну и отлично, что и требовалось доказать. Хотя, опять же, это только начало. Сейчас мы начнем эти упражнения прогрессировать, будем добавлять веса, будем улучшать добавить, техники. Да. И где-то через 2 месяца, а потом, надеюсь, вы все посмотрим Еврокубки и посмотрим, что, с чего, и что из этого получится. Главное результат. 100%. Закончим это трио сегодня протяжкой рывковой. В чем преимущество, почему именно ее? То есть мы не будем уже прыгать, развивать взрывные усилия, но задача именно проработать спину, плечевой пояс. Вот представь, ты берешь свой мяч снизу, да? И тебе надо из толпы выкинуть его вверх максимально. То есть над людьми, над толпой подняться над всеми. Для этого вот ты снизу у вас делаешь дриблинг, да? Ты с мячом где-то в ногах, далеко, глубоко, и ты всем телом выкидываешь. Я понял. Он настроен серьезно. Бойтесь его, Европа. Руки пошире. И теперь представляй свою ситуационную игру, да? На тебя бежит толпа челов.
Почти. Опускаем. Так, хват немножко шире, чтобы плечо не выкручивало. И также подсед делаем больше ногами. И по себе. Оп. Да. Да. Медленно заряжаемся. Ты готов к толчку, к выпрыгиванию. И выкидываешь мяч. 2 мяча. Красота. Мягче руку. Представь, тебя хотят отбить мяч из рук, отбить. По себе его, прячь от них. Вот так. Ты его убираешь от соперника мяч. Ну это первая тренировка. Только первая, Коля. Мы еще этого не делали, согласись. Ну вот, мы только учимся. У тебя 2 месяца впереди. И еще разочек. Да, хорошо. И присел. Фу. Все, противник повержен. Немножко функционала типа добавили, но так как у нас сегодня все-таки какая-никакая тренировка, мы еще зацепим широчайшие мышцы спины и все, что с ними связано. Поподтягиваемся. Но сегодня для подтягивания используем не обычный турник статичный, а кольца, так как здесь будут задействованы лучше стабилизаторы. Коля будет держать свои мощные предплечья за кисти. И потом немножечко добавим еще одну фишечку, которая есть в нашем зале. Это так, чтобы уже поставить жирную точку на сегодняшнем первом межсезонье, да, подготовки. У нас сегодня первая, так сказать, пробная функциональная тренировка, которую мы будем развивать в течение 2 месяцев. Надеемся, потом покажем вам хороший результат. Ну что, готов? Поехали. И выход. Растягиваемся. Обратите внимание, друзья, за счет именно колец мы даем амплитуду хорошую, очень длинную. Эта длинная амплитуда позволит улучшить диапазон движений в принципе в игре. И в работе с мячом, и в перемещениях везде. И еще парочку. Не задерживайся, раскачивайся, можно. Раз. И еще глубокий, 1. Оп. Все, отлично. Не спеши. Опа. Вот и все. К вопросу о перекачанных спортсменах. К тем людям обращаемся, которые переживают, что большая мышечная масса помешает функциональным возможностям. Футболиста, у меня был футболист. Баскетболиста, я уверен, у нас будут те же хорошие результаты, как и у Бори футболиста. То есть, ребята, все это мифы. Во-первых, все зависит от питания. Коля нормально питается, все нормально. Ну, я имею в виду, что ты не злоупотребляешь. Чем не надо, не будем сейчас перечислять этот набор продуктов вредных. То есть Коля правильно питается, хорошо спит. У нас, извините, на секундочку, 5 силовых тренировок. Каждое утро в 8 утра мы тренируемся. Нормальное самочувствие в итоге, никакого дискомфорта в суставном аппарате нет. Сколько ты на массаж ходишь? Раз в 2-3 недели где-то? Раз в неделю точно, а бывает и 2 раза. То есть, друзья, в принципе, как бы присутствует система, нормальная система, она даст результат. То есть набрали немножко мышечной массы, увеличили силовые показатели за эти 6 недель. Теперь попробуем за 2, да не попробуем, а сделаем. Повысим функционал этой мышечной массы, доведем ее до той состояния, сколько нам надо, килограмм 90-92, чтобы осталось, да? 90-91. Ну, плюс пару игр, оно слетит еще килограмма 2, то есть, в принципе, вес будет до 90, но мышечная сила, мышечная выносливость будет на порядок выше, я в этом уже уверен, дай бог, внешние факторы всегда. Вот. Предплечья работают, резкость, вы видите, не потерялась за 6 недель и уже не потеряется, потому что мы будем развивать эти упражнения. Вот, а дальше будьте с нами, оставайтесь, если будет интересно, мы сделаем в конце лета, перед началом сезона, контрольный, посмотрим, на какие веса мы вышли по рывок, толчок, добавим еще именно классики тяжелоатлетической, посмотрим, что из этого получится. Да? Все, Колян. До новых встреч, всех благ. Спортклуб Мегарон, если что, лучший клуб. 100%.